Привет! В предыдущем видео я связала вот эту сумочку из рафии, а в этом я собираюсь сделать для нее ручку и подклад. Сперва про ручку. Я хотела сделать сумку без какой-либо металлической фурнитуры, поэтому решила, что ручка будет самой простой. А самая простая ручка – это ручка из поворотных рядов с столбиками без накида на нужную длину. Я набираю цепочку из 3 воздушных петель. Первое звено пропускаю, вставляю крючок во второе звено в перемычку и делаю столбик без накида. Вставляю крючок также в последнее звено в перемычку и снова делаю столбик без накида. Первый ряд готов. Дальше делаю воздушную петлю подъема на следующий ряд, поворачиваюсь. Здесь первое звено я опять пропускаю, вставляю крючок во второе звено под обе дужки и делаю столбик без накида. Завершаю ряд, делаю второй столбик без накида в петлю подъема предыдущего ряда. Второй ряд готов, перехожу к следующему ряду. Снова воздушная петля подъема, снова первую петлю я пропускаю, вставляю крючок во вторую петлю под обе дужки, делаю столбик без накида и заканчиваю ряд, делаю второй столбик без накида в петлю подъема предыдущего ряда. Ну и вяжу так поворотными рядами на нужную мне длину. Петля подъема, поворачиваю, первую петлю пропускаю, столбик без накида во вторую петлю и второй столбик без накида в петлю подъема предыдущего ряда. Вот такая получается у меня лента. Длина моей ручки примерно 120 сантиметров. В последнем ряду обрезаю нить и оставляю небольшой хвостик сантиметров 50. Этим хвостиком я буду пришивать ручку к сумке. Вставляю хвостик в иголку с толстым ушком. Здесь самое сложное именно вставить эту рафию в иголку, но она никак не хочет туда помещаться. Ну, вроде бы у меня это получилось. Прикладываю ручку к изнаночной стороне боковушки и пришиваю самыми простыми вертикальными стежками, так, чтобы моя нить проходила точно так же, как и проходит нить в вязании, и чтобы она слилась с этим вязанием. Делаю простые вертикальные стежки с лицевой стороны, ну а затем, как у меня нить пройдет и ляжет с изнаночной стороны, я не особо слежу, все это скроется за подкладкой.
Ручку я пришила, делаю узелочек и прячу хвостик в рядах. Ну а теперь пришиваю вторую сторону. Здесь у меня нет такого длинного хвостика. От начала нужно было, конечно же, его оставить, но я этого не сделала, поэтому просто беру еще одну нить, делаю на ее конце узелочек и пришиваю точно так же ручку со второй стороны. Опять стараюсь делать вертикальные стежки, которые бы скрылись в моем вязании и были бы незаметны с лица. Ну и когда ручка готова, можно переходить к подкладке. Сначала нужно ее сконструировать. Итак, мой круг в основе моей сумки 22 сантиметра, поэтому я беру круг 22 сантиметра и квадрат со стороной тоже 22 сантиметра. Отрезаю верхнюю половину круга и отрезаю нижнюю половину квадрата. Эти детали мне не нужны, их я просто удаляю. Совмещаю две получившиеся детали. Дальше я немножко увеличу эту деталь в высоту. Добавлю еще 5 сантиметров, так сказать, на закрывающуюся часть. Затем добавлю еще 2 сантиметра на кулиску. И затем добавлю еще 3 сантиметра на оборку. И повторю это еще раз для лицевой стороны своей подкладки. Добавлю еще раз 3 сантиметра на оборку, 2 сантиметра на кулиску, 5 сантиметров в высоту. И еще нужно добавить такую фигуру, которая бы осталась от квадрата в 22 сантиметра, если бы я из него вычла круг в 22 сантиметра и разрезала бы эту фигуру по горизонтали пополам. И взяла бы только нижнюю часть от этой фигуры. Соответственно, вот такая получается фигура, и ее длина 11 сантиметров в высоту. В принципе, на этом конструирование подкладки закончено. Вот моя выкройка, ее я распечатала на принтере, на один лист она, конечно же, не уместилась. Вот так эта выкройка будет подгибаться на лицевую сторону, и обрезанный круглый край, он будет с лицевой стороны сумочки, но внутри нее, поэтому его не будет видно. Из ткани таких деталей нужно вырезать 2, не забывая про припуски по периметру этих деталей. Также нужно будет еще вырезать ленту, ее ширина 5 сантиметров, а длину я не стала высчитывать, взяла примерно 140 сантиметров. Лишнюю часть, которая осталась после наметки, я просто отрезала. Делаю наметку, сшиваю ленту и основную деталь по периметру. И там, где у меня проходит кулиска, этот участок я оставляю не прошитым. Вот это тот самый участок, который прошивать не нужно. А дальше можно все прошить по периметру до точно такого же участка с противоположной стороны. И вот что в итоге у меня получилось с подкладкой. Я прошила все швы на машинке, но обработала края. Даже как-то не очень удобно вам показывать эти не самые идеальные швы. И сделала еще 2 строчки, согнула подкладку по линии сгиба и сделала еще вот эти вот 2 строчки, которые идут по периметру кулиски. И уже после того, как я доделала подкладку, я поняла, что отверстие можно было делать только с лицевой стороны, что с изнаночной стороны эти отверстия мне совершенно ни к чему. И поэтому я немножко модифицировала эту выкройку, и, соответственно, она будет выглядеть вот так. Дальше мне нужно просто вставить эту подкладку в сумочку и, соответственно, пришить. Для подкладки я выбрала очень простую ткань.
Она простая, дешевая, это вязь, она не крашеная. И у меня и была такая идея сделать сумочку из натуральных простых поверхностей. Что поверхность вязаной сумки, что поверхность этой ткани. Очень простая, не крашеных натуральных цветов. Дальше я буду просто пришивать по краю сумки, по периметру отверстие, подкладку к сумке. Вот так. Совмещаю боковую деталь на сумке и боковую деталь на подкладке, и, соответственно, круглые детали на сумке и на подкладке. Видите, подкладка у меня с изнаночной стороны, с той стороны, которая будет внутри, тоже имеет вырез полукругом. Ну и дальше прошиваю. Прошиваю я иголкой с мононитью. Я сначала думала, что пришью эту подкладку только за ту часть, которая у меня с изнаночной стороны, но потом решила сшить насквозь, потому что, мне кажется, иначе она будет болтаться внутри сумки, а я не хочу такого эффекта. Я хочу, чтобы она была там плотно закреплена. Шью обычными ручными стежками. Назад иголку, вперед иголку. Пришила я подкладку к своей сумке по периметру отверстия. И мне остается сделать шнурок. Шнурков я буду делать 2. Из той же пряжи, из рафии, из которой я вязала саму сумку. Я беру нить примерно 1,5 метра и просто ее скручиваю. Один конец придерживаю, а второй конец скручиваю. Можно один конец привязать к чему-нибудь. После этого складываю нить пополам и кончики завязываю на самый простой узелочек. Даю этой нити возможность закрутиться. От того, что я скручивала ее, она теперь будет сама закручиваться. Я, если честно, ее не очень сильно скрутила. Рафия оказалась довольно-таки сложной в кручении. Дальше беру иголку, вставляю в нее свой шнурок и с помощью иголки, ну, можно взять английскую булавочку, вставляю иголку в отверстие, в кулиску. Из следующего отверстия она у меня как бы не должна выходить, то есть я здесь прохожусь насквозь.
Давайте я ее выведу из этого отверстия и заведу в него же. Здесь просто подгибка у ткани, она мешает выводить мне иголку. Опять в следующее отверстие вывожу и снова в него же и завожу. Прохожусь по периметру. И вот в это отверстие уже нужно будет вывести окончательную иголку. Вот моя нитка. Так, на втором конце тоже делаю узелок. И вот так вот получается у меня один шнурочек. Здесь можно еще его зафиксировать, связать эти две нити вместе. И подстричь хвостики, чтобы было аккуратнее. Вставляю в эту же кулиску второй узелочек, второй шнурочек. Снова вставляю нить в иголку и уже завожу свою иголку в отверстие. В те отверстия, где у меня еще не выходят хвостики. Точно так же прохожу иголкой по периметру подкладки. Здесь я выхожу. Сюда же захожу опять. Выхожу. И снова в эту же точку. Такой двойной шнурочек, мне кажется, лучше затягивает. Так, выхожу. Все, делаю узелок. Подрезаю нити аккуратненько. И затем еще зафиксирую шнурок с помощью узла. Вот, посмотрите, вот так эта сумочка будет затягиваться. Вот такая получилась у меня в итоге сумочка из рафии. Она очень легкая, ну, достаточно вместительная для всего самого необходимого. Для телефона, для карточек, для кошелька сюда поместятся какие-то мелочи. Если вам понравилось это видео, то не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока!